У микрофона Трикстер. И знаете, будучи автором такого разношерстного контента на Ютубе, очень трудно понять, какие жанры мои любимые. И, честно говоря, я и сам не до конца понимаю, какой именно жанр кино, музыки или игр прям вот идеально описывает меня. Но это касается исключительно идеального жанра. А вот среди нелюбимых вещей, особенно в наших с вами любимых видеоиграх, я однозначно могу выделить два. Довольно популярных и не то чтобы нишевых жанра. Королевские битвы и стратегии. И нет, дело тут вовсе не в том, что игры подобного жанра сделаны плохо. Просто сам их геймплей, когда он стоит в центре внимания, мне никогда не нравился. Так, если говорить про королевскую битву, то ни PUBG, ни Fortnite никогда не удостоятся от меня отдельного большого разбора на ту или иную тематику. А все потому, что я даже задержаться в них больше, чем на час не способен. Эти игры как будто специально пытаются удержать мое внимание всеми возможными способами, но из-за того, что мне не нравится сама идея, это не работает, и я просто выхожу с чувством впустую потраченного времени. В случае же стратегии все немного лучше. Отдельные элементы этого жанра, особенно если они красиво исполнены в связке с другими, например, RPG или визуальной новеллой, часто становятся одними из любимых механик в играх. Но сами по себе стратегии, как, например, самые явные их представители, RTS-ки, просто-напросто никогда не завлекали меня своим геймплеем из-за формата подобной игры. Равно как и до недавнего времени пошаговые игры никогда не были способны занять место в топе моих любимых проектов. Однако, несмотря на всю мою предвзятость к этому жанру, вы читали название этого видео. Newgenix вышла и доказала, что даже такой предвзятый человек, как я, способен полюбить стратегии. Эдмунд Макмиллан. Мужик, что на создании игр кота съел. И даже если вы ни разу не слышали его имени, его игры вы точно видели и не раз. Лично мое знакомство с его играми произошло благодаря самому первому Супер Мит Бою, а буквально недавно руки дошли и до первого Айзека, играть в которых, признаться честно, всегда было одно удовольствие. Игры Эдмунда уж не знаю каким образом, но слишком интересны в долгосрочном прохождении, а дело все в балансе. Мужик умеет и свой стиль правильно подать игроку, и сюжетец простенький, но с очень качественным и не столь толерантным юмором вставить. Но что важнее, каждая его игра, даже если она имеет какие-то рамки, все равно содержит в себе контента на десятки, а часто и сотни часов. При этом его игры почти никогда не скатываются в дисбаланс механик в плохом смысле этого слова, или переизбыток одного конкретного элемента. И этот талант, казалось бы, уже идеально был раскрыт в Айзеке, чей пример стал буквально эталоном рогаликов. Однако дело мастера боится, и в 2013 году автор дропает трейлер игры с ненавязчивым названием Eugenix. Стратегии, посвященной целиком и полностью котикам во всех возможных смыслах. Фанаты Силксонга прославились на весь интернет, ожидая игру 7 лет и трубя о ней на каждой трансляции. Да и чего греха таить, я сам был причастен к этому клоунскому культу. Но, как говорится, пока звери рычат, охотник тихо наблюдает. И все те, кто ждал эту игру, если говорить откровенно, уже это к 2016 году уже забили на проект. Ведь проект был заморожен, и к выходу, если и планировался, то теперь уж точно без четких дат. Однако котики вышли и подсадили на себя весь Steam. Миллион проданных копий за неделю сами за себя говорят. Впрочем, предыстория Mugenics довольно классическая для игр Эдмунда. Ведь, как и часто ранее в игре, он поднял темы, присущие реальным проблемам нашего мира. Айзек в свое время довольно открыто и прямо говорил о проблеме физического насилия над детьми в семьях. А в Мидбое, хоть уже и не столь явно, он предпочитал говорить на тему отношений. Вот и здесь игра была сделана на основе его историй про котов из реальной жизни. Чего стоит момент, когда он собирался купить себе коротконогого сфинкса. И думаю, вы понимаете, насколько хорошо живется подобным видом кошек, учитывая, что даже обычные сфинксы очень требовательны по условиям жизни. Так вот и здесь кот, которого хотел себе Эдмунд, просто не дожил до момента покупки. И хоть Эдмунд понимал, что ситуация довольно печальная, равно в такой же степени она абсурдна, ведь такой вид котов кто-то выводит, и более того, кто-то покупает. Таким образом, коты в центре всего стали некой фишкой, лежащей в основе всего, как и тема различных отклонений. Ведь даже сам Макмиллан имеет в своем запасе дислексию, но не рассматривает это как какую-то проблему, а наоборот пропагандирует, несмотря ни на что воспринимать все как тот или иной баф или дебаф, давая понять, что из любой ситуации можно выбраться. Важно понимать, что за безумной душой Mugenics стоит не только Эдмунд. Сооснователь студии Тайлер Глейль. И у них сложился идеальный творческий тандем. Если Макмиллан это генератор идей, тот самый человек, который предлагает сделать кота с дальтонизмом или добавить погодное явление метеоритный дождь посреди боя,
то Глейль — это технический гений, который делает так, чтобы эта вакханалия работала и не рассыпалась. Он превращает безумные концепции в рабочую математическую модель. Именно благодаря этой связке бескомпромиссного креатива Эдмунда и технического гения Тайлера Mutagenix не просто выжила, а стала тем, чем стала. Ну, впрочем, углубляться в более большие подробности разработки Mutagenix в этом ролике я бы не хотел. Ведь прежде всего мы все здесь собрались за геймплеем. Стратегия, Евгеника и Эпик. На первый взгляд простой набор слов, но на самом деле это основа всей вашей игры. Зайдя в нее, первым делом вас встречает не главное меню, а заставка. Больше 200 вариаций того, во что именно превратится код из вступительного ролика. У меня лично встречались такие вариации, да и куча других, не отснятых на футажах. На моей памяти это первая игра, где начальную заставку интересно смотреть спустя далеко не первый и не второй заходы в игру. После же мы попадаем в главное меню, где есть все базовые кнопки любой игры. За исключением вот этой, что ясно по названию создает звук мяу, только в разных его вариациях. Но поверьте мне, по ходу игры вы встретите далеко не одну кнопку, после которой вас ждут странные последствия. Как, например, эта, которая скипает день и... Ну вот давайте честно. Кто еще, как не Макмиллан, сделал бы все так прикольно? Да, пожалуй, именно прикольно, ведь этот момент сношения спокойно можно было свести к сводке событий. Но тем не менее, эта очень приятная и абсурдная деталь точно добавила очков хайпа к игре. Что, учитывая то, сколько человек участвовали в озвучке, а уж поверьте, там список не меньше, чем количество начальных заставок, точно повлияло на популярность игры и мемы внутри комьюнити. Зайдя на наш сейв, нас сразу же встретит такой брутальный дядька. Зовут его Буч, и он является лишь одним из примеров того числа героев, которых вам предстоит встретить. После того, как он объяснит вам базовые механики, я повторю их для вас. У вас есть коты. Каждый из этих котов в одном раунде ходит вперемешку с ходами соперника, а их очередность показывается сверху сбоку. Дальше у каждого из ваших персонажей есть активные и пассивные навыки, которые отличаются в зависимости от выбранных вами классов. Ах да, классы. Я сам в этой игре не открыл еще всех, но в игре их целых 14 штук, что дает возможность играть хоть от глухой обороны до слепой атаки. И это ни в коем случае не преуменьшение. На момент обзора я все еще не дошел до так ожидаемых мною классов шута и строителя, которые, как по мне, кажется, сильно перевернут геймплей. Но даже без них я могу заявить, что каждый класс это отдельный вид подхода к игре, который требует думать по-разному. Но также учитывать и скиллы других своих котов, как, например, тот же клирик, по-хорошему всегда должен быть недалеко от своих союзников, дабы вовремя их отхилить. Или лучник, которому лучше вообще не подходить к сопернику на расстояние меньше, чем половина мапы. Пройдя первое испытание, вы попадаете в дом. Здесь котейки в перерывах между походами будут жить, плодиться ночью, ну или же драться, если их чего-то там не устроит. Сам дом же можно обставить мебелью для получения мутаций или, например, делая отдельные комнаты для размножения. А ведь помимо этого всего в игре есть зависимость характеристик детей от их взрослого поколения, другие торговцы, которые помогают как улучшать хранилище предметов, так и дом, или вовсе находить предметы с почивших в походах котов. Предметы, точно! Предметы это, как ясно из названия, одеваемые одноразовые или постоянные элементы для кота, дающие определенные бафы или дебафы. Наверняка после такого описания у вас голова идет кругом и ничего не понятно. А теперь задумайтесь, что это все лишь то, что я смог накопать за те скромные часы, пока наиграл в нее и сам еще не дошел до условного третьего акта, не опробовал и половины боссов игры и не открыл большую часть механик, как, например, семейное дерево. Меогенис это не просто рогалик или стратегия. По крайней мере, он не стремится быть чем-то одним, а пытается ухватить все и сразу. В этой игре фраза «король на ферзя пойдет, пешки проиграет» идеально описывает геймплей. Например, как у меня было и не раз, это я забывал, что мои коты стоят в воде, а мой маг бил электричеством, тем самым дамажа не только боссов, которого и планировалось, но и своих союзников. Или другой пример, где я при битве с радикальной крысой атаковал огнем на место с бомбой, тем самым активировав ее и вызвав цепную реакцию, похерив весь сейв. Первое же, что мне пришло на ум, это сразу засейв скамить, но как оказалось, игра читает меня как книжку, и мне вылез этот чубзик из Айзека, предупреждая, что и он вполне может стать реальностью. Равно как и очень многие коты из заставок могут стать реальностью благодаря мутациям в этой игре. И не в последнюю очередь меня поражает то, как Макмиллан подошел к этому со стороны визуала. Вы можете сделать буквально безглазого, одноногого или не вести еще какого кота, и под каждую подобную мутацию есть свой дизайн. Дизайн Eugenix в принципе сделан очень выверенно, несмотря на ту кучу доступных тебе возможностей,
все еще прекрасно позволяет тебе понимать, что происходит на экране. И в этом смысле, как мне кажется, сыграл опыт автора. Конечно, совсем без минусов здесь тоже не обошлось, но об этом немного позже. И знаете, когда я говорю про опыт автора, я в первую очередь говорю про то, как в этой игре прописана математика. Mugenics — это, по сути, гигантский калькулятор, который просчитывает сотни переменных одновременно. От того, с какой стороны подул ветер на локации, до того, есть ли у твоего кота дальтонизм, влияющий на цвет бомб. Количество этих переменных зашкаливает, и именно поэтому баланс здесь не отточен филигранно. Макмиллан словно говорит: я дам тебе сломать игру, но сделаю это настолько красиво, что ты сам не заметишь, как слом стал новой механикой. Самое гениальное другое. Баланс здесь намеренно сделан под его слом. Игра не наказывает тебя за попытку читерства, она скорее подстрекает тебя. А когда ты думаешь, что нашел имбу, игра подкидывает погодное явление дождь или мутацию гемофилия твоему главному бойцу. И твой непобедимый план рушится нахрен. Баланс здесь это не стена, а лабиринт, который постоянно перестраивается у тебя за спиной. И это заставляет тебя копать глубже, изучать все эти бесконечные переменные, чтобы в итоге перехитрить саму систему. А ведь это я еще не касался музыки в этой игре, а она тут словно самый горячий бенгер 80-х. Причем все, что можно и нельзя, подобно своим центральным лицам, она шотает безоговорочно. Музыка Mugenics, на мой вкус, сделана очень выверенно в плане своей проработки. Треки довольно продолжительные, но не надоедают, и явных обрывов при тех же концах-ранах я почти никогда не слышал. Сама же содержательная их часть — этакая дань почести жанрам 80-х, будь то джаз или блюз. Думаю, зайдут вообще каждому игроку, и хотя бы один трек у вас в голове да отложится. Скорее всего, первым таким станет битва с радикальной крысой, но тут уже как у кого сложится. Понимаете суть? Игра буквально является апофеозом слова разнообразия. В этой игре вашего кота могут звать Агузок, он станет сиамским близнецом и при этом иметь интеллект минус 10. Эта игра ни в чем вас не ограничивает, буквально рогалик до мозга костей. Но он настолько выверенный в плане баланса и смешания со стратегией, что у меня остается исключительно непреодолимое желание изучать эту игру. Зачем стоит, как по мне, две ключевых вещи. Одноразовость котов и механика их размножения. Эти две механики лежат в основе всего и максимально балансируют даже самую неконтрящуюся имбу. Например, вы могли создать действительно мощного и сильного кота с статами по 7 минимум у каждой. Но даже если он соло сделает вам целый ран, от него придется избавиться, потому что пенсия сама на себя не выйдет. Игрока обязывают продумывать ходы и моментами идти на риски. Так, например, в первой локации я искренне боялся рисковать, идя в канализации или на кладбище. Но стоило мне просто найти состав получше и снарягу под стать им, так сразу и на риски идти становилось не так страшно. Даже более того, появлялось желание побольше прокачать своих котиков, дабы никакая Тина-гильотина их потом не смогла сожрать. Игра включает в себя 75 погодных явлений, 3 акта различных локаций, больше 1000 способностей и еще тонны боссов и мобов. Melgenix буквально отображает то, какие проекты ранее делал Макмиллан, и хоть в интернете есть разные мнения касаемо того, что это игра его жизни, я с этим абсолютно согласен. Да, возможно, Мидбой или Айзек интуитивно понятнее, потому что Melgenix воспринимает логику гораздо более буквально, являясь отражением скорее не современного подхода к геймдизайну, а являясь смесью новых фишек последних лет с тем самым олдскульным геймплеем, чем-то напоминающим подход Valve, которые точно так же любят смотреть на геймдизайн куда более буквально и опираясь на простую логику. Подобных игр на самом деле сейчас выходит не так уж много, по крайней мере, если опираться на мейнстрим. Но, надеюсь, с выходом Eugenics авторы начнут уделять больше внимания простым и очевидным по прямой логике вещам. В этом видосе я также довольно мало касался сюжетной составляющей данной игры, которая хоть и не стоит в центре, все же имеет место быть и влияет на геймплей. Та же Тина Гильотина, хоть и является по своей сути скорее геймплейной механикой, способна навести шороху на многих персонажей, и перед битвой с ней вас проинформируют о том, что она бывший ученик Буча. Следовательно, как минимум это что-то не самое простое, опираясь на свой же опыт игры. Моим любимым же персонажем стал Фрэнк, чьи сумбурные и порой бессмысленные фразы настолько уморительны в рамках того, что находится как будто в своем, неизвестном контексте, что ну просто прелесть. Прелестью также можно и назвать прогрессию игры, в рамках которой рандом решает ну очень уж многое, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Рандомные скиллы, не всегда очевидно полезные предметы и некоторые другие шероховатости баланса, которые на первый взгляд зависят примерно от чего-то того же, от чего зависели карты Таро в культе ягненка. Но нет.
Безусловно, часть скиллов и предметов выпадает вне контекста твоей ситуации, но те небольшие очертания скиллов, а что самое важное, статы котов перед вашим приключением, могут спокойно заранее определить, то выиграете вы в этот раз или вернетесь ни с чем. Самое очевидное в плане статов — это, например, заранее определенные дальние атаки, идущие лучникам, или большое количество хп, которое по понятным причинам идеально подойдет танку. В самом же процессе катки пассивные и активные навыки лишь поначалу, по большей части, падают случайным образом. Дальше же чаще всего игра будет предлагать внимательному игроку такие навыки, которые создают отличное комбо с предыдущими. Будь то маг, способный уменьшать свою ману до нужного количества, или пассивный скилл на лучника, дающий повышенный шанс критов и активный скилл на повышенный урон вдали. И все это не без рандома, конечно, но зависит от того, как игрок будет вести свой геймплей. Если вы предпочтете медленное и спокойное развитие стат котов, то получите ровно то же число исходов, как и при применении иной стратегии, например, бездумно проходя все уровни. Коты способны приносить удовольствие в любом своем формате и разными способами. Для кого-то таковым станет красивая циферка, вылетающая при ударе прокачанным котом по боссу. Для кого-то этим станет фан-сервис, как, например, коты-терминаторы, буквально являющимися Т-1000 и Т-800. В игре есть все, что круто смотрелось в других играх подобного ей жанра, как, например, в том же XCOM. Высокая летальность, враги, которые заставляют шевелить извилинами, рандом, проверяющий твои навыки на прочность, и идеальный баланс между долгосрочным планированием и решениями на месте. Но при этом она умно избегает этого бесконечного, однонаправленного фарма ради вечного прогресса. Ты постоянно начинаешь с нуля, а не тупо перекатываешь одну и ту же элитную команду всю вторую половину игры. И даже если ты эпично облажался и потерял вообще все, отыграться намного проще. Плюс тут видно влияние биндинга Айзека. Но с милосердным допущением в виде пошаговой механики, а не этой адской bullet hell суеты. На этом моменте сценарий уже закончился, и, казалось бы, подводи итоги и спи спокойно. Однако мне показалась интересной идеей показать вам одну из моих случайных каток с боссом, дабы показать все вышесказанное в действии, а не просто на словах. Вот, собственно, мы и перешли к моменту, за который я так люблю Neogenics, а именно геймплей. В данном случае мне не то чтобы было что показывать, потому что коды у меня довольно базовые. У них есть небольшие дальние атаки, как в случае у медика. Вот, например, еще палка, бьющая по ближнему бою. Танк, у которого есть золотое яйцо, дающее ему больше шанс нахождения монет в конце каждой битвы. Абсолютно пустой некромант, а также маг, у которого есть небольшой отхил и пружина, которая отталкивает врагов на 10 клеток вперед. Скиллы у них также довольно все простые, поэтому предлагаю не тянуть и сразу перейти к боссу. О, Зодиак на самом деле мне не нравится. Ну, как босс и как дизайн он, конечно, шикарен, но вот в плане своего геймплея это максимально противный босс. И что-то мне подсказывает, что сейчас я проиграю. Страх — это эффект, который заставляет кота убегать от вашего врага, и в данном случае, к сожалению, он применился на мага и, скорее всего, применился сейчас на всех остальных. Но делать в данном случае мне буквально нечего, потому что это все, что могу на данный момент сделать. Также суть Зодиака в том, как босса, то что при вхождении в область его атаки он автоматически в вас стреляет. Поэтому лучше сильно на рожон не бежать, а какое-то время выждать. Как, например, вот здесь я могу спокойно, в данном случае лучше поднадамажиться, отвлекая его, использовать скилл, который изначально не наносит урон, но со временем начнет, и плюс выстрелить в него пиявкой. Также мои атаки накладывают связь душ, которая наносит урон всем противникам, у которых связана душа. Но в случае с боссом это бесполезно. Вот эта курочка способна дать эффект, повысить статы тому коту, который его убьет. Но, опять же, мне в данный момент не до этого. Медик сейчас не умрет, а зато скиллов сможет пробить просто дичайше много. Что он, надеюсь, достаточно поможет. Естественно, она тоже умеет ходить, и, естественно, Зодиак на нее сагрится. О какой прямой логике и раньше и шла речь? То, что скиллы Зодиака распространяются в том числе и на куриц. Сейчас он впал в замешательство, тот момент, когда он может походить совершенно рандомно. Либо в свою пользу, либо против свою пользу. В данном случае атаковав самого себя. Берем и проживаем у него дальние атаки, потому что обычно мы до него не достаем. И спокойно пока остаемся. А вот дальше, скорее всего, будет очень опасный маневр. Не советую его повторять.
Опа, так получается не такой уж и опасный. У него закончились патроны, и если бы мы сейчас остались, я бы остался буквально на один удар. Но, как видите, мы можем прожимать скиллы и спокойно сносим ему все хп. Это, естественно, сейчас был крит. Также подходим, берем, заражаем. Эти пиявки дают столько же... вот некромант проходил, наложил пиявок, и столько пиявок есть, столько урона он получает в конце хода. За медика предлагаю, можно еще подамажить. Дежавю. В общем, из-за того, что я занимался сейфскамом в данном ране 2 раза, на медика мне наложили отрицательный скилл. Тот самый человечек из Айзека. Забыл, как его зовут, честное слово. Ну вот. И теперь у него здесь шанс отмены действия, ну то есть дежавю. Обидно, конечно, но что еще остается? Можем похилить некроманта. Ну, курочка, скорее всего, улетит на следующем ходу. Зодиак сейчас перезарядится и выстрелит в некроманта. Нет, не выстрелил. Отлично. Значит, теперь самое время нанести как можно больше урона по нему скиллами данной направленности. Можем снести бочку и залутать монет. Дальше идем за танка и можем танковать весь урон, но если сейчас там не снесут 8 хп, но мы добиваем его, тем самым выигрывая босс-файт. Как видите, довольно простой босс, казалось бы, на первый взгляд, но если бы сейчас не разыгровка от боксов, не разыгровка моих скиллов, которые между собой тоже были взаимосвязаны, если просмотрите, поймете, то босс мог бы сложиться совсем иначе. Тот же дежавю мог бы сыграть несколько раз, и фиг бы тогда что получилось. В целом это все, что хотел показать на данном геймплее, и вот именно за это Mewgenix мне и нравится. Игра дает гораздо больше, чем отнимает у тебя, при этом давая все возможности. В конце каждого хода, как и говорилось ранее, давая выбрать вам любую из способностей. Безусловно, в череде этих хвалебных ход в сторону данной игры нужно внести совсем небольшую ложку дегтя, а именно это интерфейс и описательная составляющая, ежели хотите quality of life. В игре безумное количество всевозможных мутаций и статов. Выведение котов стоит буквально в центре после пошаговой стратегии. И порой, начиная новую ночь, очень трудно бывает найти нужного кота. Вот эта менюшка, которая позволяет стрелками пересматривать своих котов, не исправляет это дело, потому что не сортирует их по какому-либо признаку, просто перематывая рандомных котов в вашей хате. Как по мне, исправить данный аспект спокойно можно было бы фильтром в этой же менюшке, дабы сократить то в некоторых моментах неприемлемое количество времени, которое игрок тратит на простой поиск кота в своем же домике. Что же до описательной составляющей, то минусом я это считаю чисто номинально, потому что по всей логике так быть не должно. Но мне это не мешает, а делает игру только интереснее. Способностей как активных, так и пассивных в игре просто море, и если часть из них имеет вполне конкретное и понятное описание, другая часть слишком полагается на интуицию игрока, что вот, мол, он поймет это, додумав остаток. Но так не должно работать в игре, где обилки могут стакаться и приносить желаемый эффект не по отдельности, а в сумме. Однако мне это не мешало, потому что для меня лично выяснять, что делает та или иная способность уже в ходе раунда, было скорее интересно, нежели раздражающе. Вероятнее всего, это не все минусы, которые есть у игры, и многие из них, я уверен, были присущи Айзеку. Просто я не настолько много в него играл, чтобы говорить об этом с большой уверенностью. Но это единственные объективные минусы, встреченные мною в этой игре на данный момент. Mewgenix — это не просто игра. Это одно из многих за последнее время напоминаний игровой индустрии о том, как делать проекты с душой. Эта игра как тот самый пьяный чувак на вечеринке, который в один момент может сказать: давайте сыграем в шахматы, только вместо слонов, ладьи или пешки фигурами будут коты. В самом начале я говорил о том, что стратегии не мой жанр, и он никогда не будет в топе моих любимых игр. И да, любимым он у меня так и не стал. Но вот одна конкретная игра смогла попасть в мой личный золотой фонд любимых игр. Эта игра — геймплейный винегрет, где есть все. И тактика, и размножение, и смерть, и NPC. Она не прощает тупизны. Подорвешь свою же команду бомбой и прощай, мой любимый код, которого я так долго искал. Но она и не наказывает так, чтобы хотелось удалить игру. Она просто говорит: ну, тупанул, бывает. Давай выводи следующего кота, может он будет умнее. Newgenix отпадная. Я наиграл в нее 25 часов и выбил только 34 ачивки. И для меня лично она стала достойным преемником Айзека, который вполне легко становится даже на ступеньку выше. Это панк-рок от мира игр.
Это не подчинение правилам, это их создание с учетом кучи рандома. Mugenics шикарна и хороша почти во всех своих аспектах, очень сильно напоминая шахматы. Здесь также есть фигуры и есть поле, только отличие в многообразии. В этой игре невозможно наткнуться на прям-таки одинаковый забег или кота, и это заслуга не только рогалик составляющей, но и того, как Макмиллан подошел к балансировке игры, часто давая до абсурда легкие и сложные моменты игроку. Коты буквально дают тебе полный контроль над рандомом, давая тебе столько факторов, которые приходится учитывать, что, не считая третьей балды или мэджики, я не помню, где последний раз такое видел. И это прекрасно, потому что, как мне кажется, Mugenics это немного больше, чем просто конкретная игра. Это сборка всяческого вида шаблонов, наложенная так грамотно и стильно друг на друга, что игру можно советовать почти любому человеку. И именно эта мысль, как по мне, делает игру успехом со всех сторон. Игры Эдмунда и так в любом случае вошли в историю игровой индустрии. Но Mugenics, по мне, это самый массовый, самый многогранный и достаточно незаурядный проект, который заслуживает гораздо больше, чем даже то, что он получил сейчас. И дело не только в том, что игра стала для меня первой, по-настоящему захватывающей стратегией, а в том, что я вижу в ней настолько большой потенциал, какой сейчас присущ малому количеству игр. Ну, по крайней мере, если брать за последние годы. Не дайте котикам захватить мир. Хотя, кого я обманываю? У них это уже почти получилось. Мюженикс вышла, и она офигенная. Если у вас есть пара сотен часов свободного времени, милости просим в сумасшедший дом к Эдмунду. С вами был Трикстер. Идите, играйте. Не слушайте никого. Небольшое послесловие, как я это люблю делать во многих своих роликах. В данном видео я достаточно подробно описал геймплей Mugenics и, надеюсь, заинтересовал обывателей хотя бы немного, ну, чтобы хотя бы купить и зайти в игру. Но на своем канале я разбираю многое, и игры, как основной контингент, это моя любимая часть. Поэтому я хотел бы вас попросить написать в комментариях, какой подобный обзор, разбор игры вы бы хотели увидеть на моем канале. Игры можете предлагать самые разные, и в ближайшее время, если наберется достаточно претендентов, мы с вами выберем, кого из них вы бы хотели запечатлить на этом канале. Вот такой небольшой интерактивчик на этот момент закончился. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк и подписаться на канал, раз досмотрели до этого момента. Ну а я, наверное, пойду сгоняю еще один ранг в катагенетику.